Всем привет! Сегодня я буду рассказывать не о крабах и морской фауне, хотя море манит и зовет рассказать именно об этом. Сегодня будет рассказ о другом. Рассказ будет об этих кроссовках, которых я бегаю больше года. И сегодня очередную пятерку тоже пробежал. Итак, кроссовки Nike Quest Running. Купил, как говорил, чуть больше года назад, в июле 2018 года, когда начал подготовку к Минскому полумарафону. Соответственно, в этих кроссовках пробежал Минский полумарафон в 2018 году осенью и в мае 2019 года Московский полумарафон. Сейчас пробег именно этой пары кроссовок составляет более 700 километров. Я вчера подсчитывал, 710, сегодня уже 715 километров. То есть и осень, и зима, и лето я в них бегал. Из плюсов: отличная подошва, прямо она суперская. Они что-то с ней намудрили тут, несколько вставок, но скажу, что она не провалилась. До сих пор отличная амортизация и очень хорошая поддержка пятки, которая вот здесь внутри кроссовка, вот она есть. В одном из них она уже начинает чуть-чуть рваться, не знаю, видно или нет. Вот тут уже видны следы эксплуатации, а так достаточно крепко держится. Кроссовки очень легкие, хорошая вентиляция. Шнуровка выглядит, на мой взгляд, несколько мудрено. Ну, действительно, тут какие-то петли, которые, я так понимаю, вшиты в подошву. Мне казалось, что это будет ненадежно, что они порвутся. Нет, год я бегаю и никаких проблем. Из минусов надо отметить следующее, что как только попадает вода, это либо дождь, либо лужа, нога сразу мокрая. То есть вот эта вот тряпка, она очень здорово пропускает воду, и нога сразу мокнет. Ну, зато компенсируется тем, что вентиляция хорошая. Самое удивительное для меня было то, что эти кроссовки не подходят для прогулок. То есть, ну, походить в них, конечно, можно там пару километров, там, может быть, больше. Но когда я ходил в них там 10-15 километров, натираются подушечки пальцев. При беге этого не случается, потому что, ну, я бегаю и там и 10, и 15, и 21 километр бегал, этого не было. Ну и главный минус, который впоследствии года эксплуатации вскрылся, то есть, ну, это начало проявляться где-то, когда им было месяцев 10, это вот эти вот дыры, которые образовались в местах больших пальцев. То есть на левой ноге огромная дыра, ну и на правой чуть поменьше. У меня просто ноги немножко разные, поэтому дырки тоже разные. Может быть, кто-то скажет, что я купил кроссовки не в размер, но я покупал, мерил несколько пар, и перед покупкой я специально по гипермаркету бегал, нарезал круги, чтобы понять, какие кроссовки удобнее всего сидят у меня на ноге. В итоге купил именно этот размер, и, ну, пальцы вылезли. Не знаю, что теперь с этим делать. Ну, как бы бегаю, но немножко неэстетично это смотрится, наверное. Может быть, у кого-то есть какие-то лайфхаки, как эти дырки победить. Пока они служат у меня дополнительной вентиляцией. Надо, наверное, показать, как эти кроссовки сидят на ноге, на ногах. Ну, сидят здорово, амортизируют тоже, я говорил, здорово. Отличные кроссы, которые стоили год назад 5500 рублей. Я надеюсь, шум волн вам не сильно помешал. Всем пока!